Сегодня важнейшие события. Не забудь подписаться и поставить лайк. Начинаем наш выпуск новостей кратко о главком. До 8 возросло число погибших, до 27 пострадавших в результате ракетного удара русских военных преступников по объекту портовой инфраструктуры в Одесском районе. В населенных пунктах 3 районов Николаевской области ненадолго пропало электричество после ночной атаки российских беспилотников. Мужчина погиб при ударе по Пологовскому району Запорожской области. Супруги погибли при ударе россиян по частному дому в Изюме Харьковской области. Подразделения россиян вошли в населенный пункт Грабовское на самой границе Сумской области и России и вывезли из него более 50 местных жителей, ранее отказавшихся от эвакуации. Это очередное военное преступление. БПЛА атаковали Одесскую область, был прилет по резервуарам с подсолнечным маслом. В Житомирской области в результате атаки России на объекты энергетической и транспортной инфраструктуры пострадали 4 сотрудника украинских железных дорог. Украинские силы обороны поразили склад боекомплекта в Новозыбкове Брянской области. Детонация очень сильная. Хорошо попали. ССО поразили нефтедобывающую платформу и корабль проекта «Охотник», который патрулировал неподалеку в Каспийском море. В СБУ заявили о поражении 2 Су-27 на аэродроме Бельбек в оккупированном Крыму. В Аксае Ростовской области после удара горит подстанция. В некоторых районах города и ряде населенных пунктов Аксайского района нет света и отопления. В Курской области также горит подстанция. Более 5000 человек сидит без света. В Темрюкском районе Краснодарского края из-за атаки беспилотников повреждения получил порт Тамань. В результате атаки получили повреждения 2 пирса, один из подводящих трубопроводов и 2 танкера, один из которых сгорел. В Москве взорвался автомобиль. Ликвидирован генерал-майор, начальник управления оперативной подготовки Минобороны России Фаниль Сарваров. Он участвовал в преступной войне против Украины. 2 российских истребителя Су-30 и Су-27 были уничтожены в ходе диверсионной операции на военной авиабазе под Липецком. Самолеты были подожжены внутри ангара после нескольких недель подготовки, а ущерб оценивается в сумму до $100 миллионов. И к международным новостям. Швеция задержала российский контейнеровоз «Адлер». Судно связывают с поставками оружия в Россию. Это произошло после того, как оно встало на якорь в территориальных водах Швеции у города Хаганес из-за проблем с двигателем. Зеленский заявил насчет идущих мирных переговоров. Украина контролирует часть Донецкой и Луганской областей и не собирается покидать свои территории. На сегодняшний день возможна справедливая версия «стоим там, где стоим». Возможное отведение войск должно быть зеркальным. Украина отходит столько же, сколько Россия. Свободная экономическая зона, там не может быть тяжелого оружия, не может быть войск. Не будет так, что мы уходим, а российская армия остается, потому что мы не верим, что такая свободная экономическая зона будет в безопасности. Некоторые партнеры задерживают поставки ракет ПВО для Украины. Это происходит из-за того, что на европейцев подействовали запугивания со стороны России и провокации в Европе. Не Путину решать, когда и в каком формате будут проходить выборы в Украине. Безопасность – ключевое условие, без которого голосование невозможно. Один из возможных вариантов решения – прекращение огня или завершение войны, по крайней мере, на период выборов. МИД уже работает над решением вопроса голосования украинцев за рубежом. Важно, чтобы все граждане имели возможность проголосовать, в частности, военные на фронте. И в конце немного юмора из сверхдержавы. Пока русский Иван гибнет за дворцы Путина, на Красной площади мигранты из Индии обогащают россиян своей культурой, а после танцев пойдут обогащать жен военных, воюющих в преступной войне против Украины. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки.